Монахиня предотвратила крушение самолета, войдя в кабину пилотов с Библией в руке. Ее свидетельство после катастрофы заставило всех встать на колени. Жестокая турбулентность, казалось, разрывала самолет пополам, бросая пассажиров из стороны в сторону, а огни мигали, предупреждая о том, что худшее еще впереди. Кислородные маски падали, когда одни пытались их надеть, а другие в отчаянии вставали. «Дамы и господа, пожалуйста, наденьте кислородные маски и оставайтесь на своих местах». Голос стюардессы сорвался, заглушенный криками ужаса, наполнившими самолет. «Боже мой, самолет падает, мы погибаем!» – закричал кто-то. Паника быстро распространялась, и конец казался неизбежным. Пилот в кабине пилота потными руками крепко сжимал свой коммуникатор. «Мы теряем высоту. Приготовьтесь к столкновению». Отчаяние в его голосе говорило о том, что надежды больше не осталось. Слезы текли по лицам пассажиров, а отчаянные молитвы смешивались с рыданиями. Однако среди этого хаоса выделялась одна фигура. Монахиня, сидевшая в одном из кресел в середине самолета, сняла кислородную маску. Ее лицо излучало мир и умиротворение, которые были совершенно несовместимы с окружающей действительностью. Как будто ситуация уже не могла стать хуже. Монахиня встала, крепко прижимая к груди потрепанную Библию. Выражение ее лица было почти сверхъестественно спокойным. Казалось, до ее ушей не доносилось ни криков, ни рыданий. Монахиня, поначалу двигаясь медленно, чтобы не наступить на какие-либо предметы, разбросанные по полу, пошла по коридору. Ее взгляд был прикован к кабине пилотов. Многие пассажиры в страхе наблюдали за происходящим, в то время как другие взялись за руки в молитве, веря, что монахиня была божественным вмешательством, которое спасет их от неминуемой трагедии. Но могла ли монахиня, читающая свою потрепанную Библию, на самом деле предотвратить крушение самолета? За 10 часов до вылета зазвонил монастырский колокол, нарушив утреннюю тишину. Послушница Патриция резко проснулась и прижала руку к груди, почувствовав, как учащенно забилось ее сердце. Когда она открыла глаза, то увидела сестру Клэр, стоящую в дверях с обеспокоенным выражением на лице. Когда сестра Клэр вышла из комнаты, Патриция подошла к маленькому окну и раздвинула занавески, позволяя утреннему свету мягко проникать внутрь. Она провела рукой по волосам и надела рясу с проворством обычного человека. В кафетерии она взяла несколько кусочков фруктов и буханку хлеба с джемом, в то время как аромат кофе постепенно наполнял воздух. Она обменялась несколькими словами с другими монахинями и послушницами, а затем встала и провела рукой по своему одеянию, чтобы убрать выпавшие крошки хлеба. На мгновение ее взгляд задержался на маленькой подвеске реликварии, которую она носила, серебряный образующий круг с фотографией ее отца внутри. Она вздохнула, почувствовав утешение, которое принесла ей фотография, а также счастливые воспоминания. После завтрака Патриция отправилась в классную комнату, которая вскоре заполнилась маленькими девочками. Сестра преподавала французский язык детям в школе-интернате при монастыре. Послушница провела часть своего детства и отрочества во Франции и вернулась в США вместе с родителями, привезя с собой любовь к этому языку. Патриция выделила на доске несколько слов и была готова начать урок, который почти не изменился с тех пор, как она поступила в монастырь чуть больше года назад. Однако тот день был необычным, и Патриция была готова в этом убедиться. В середине урока о местоимениях в класс вошла мать-настоятельница с выражением озабоченности на лице. «Доброе утро, девочки! Доброе утро, сестра! Извините, что прерываю урок, но мне нужно с вами поговорить». Конечно, мать-настоятельница. «Девочки, я сейчас вернусь», – сказала Патриция, прежде чем выйти в коридор. Отойдя от класса, она спросила: «Что случилось, мать-настоятельница?» Затем женщина объяснила ситуацию. «Как вы знаете, сестра Изабель вчера отправилась в духовный ретрит в Лос-Анджелесе. Она собиралась представлять наш монастырь и помогать французским священникам, но, к сожалению, заболела. Похоже, это какой-то вирус». Патриция внимательно выслушала ее слова, и настоятельница продолжила. «Я даже подумывала о том, чтобы самой отправиться на ее место и оставить монастырь на попечение сестры Марии. Но нам действительно нужен кто-то, кто свободно говорит по-французски, в качестве переводчика для священников. Я знаю, что ты еще не приняла постриг,
Но мне нужно, чтобы ты поехала на ретрит и представляла наш монастырь». Мать-настоятельница улыбнулась и вскоре позвала другую монахиню, чтобы та сменила ее на уроке. Патриция попрощалась со своими ученицами и поспешила в свою комнату, чтобы собраться и упаковать свои вещи. Из-за того, что маленькое окошко было открыто, солнечный свет проникал более интенсивно, заставляя кулон на ее шее сиять. «Разве тебе сегодня не снился самолет?» Патриция подтвердила. «Да. Признаюсь, я волновался, когда узнал, что собираюсь лететь, но сейчас я в порядке. Я верю, что все будет хорошо. Если Бог хочет, чтобы я полетел этим рейсом, то да, свершится Его воля». Послушница улыбнулась. Некоторое время спустя Патриция покидала монастырь. В машине она окинула взглядом место, ставшее ее домом, где она так много узнала о жизни и о себе самой. Заметив смешанные чувства в глазах молодой женщины, мать-настоятельница взяла ее за руку. «Все будет хорошо, сестра Патриция». Однако в аэропорту послушница почувствовала себя неуютно. Как только она вошла в здание, ее охватила волна беспокойства. Все стало расплывчатым, и внезапно ее охватило ужасающее видение. Падающий самолет, мигающие огни и звуки тревоги, эхом отдающиеся в ее ушах. Самолет падает. Она услышала крик, прежде чем сильное головокружение заставило ее почти упасть в объятия матери-настоятельницы. «Патриция, с тобой все в порядке?» – спросила она с выражением беспокойства на лице. Как только Патриция снова пришла в сознание, она смогла ясно видеть то, что было перед ней. Она решила не рассказывать матери-настоятельнице о своем видении. Это было просто легкое головокружение. «Сейчас я в порядке, не волнуйтесь. Если вам нехорошо, я могу позвонить епископу прямо сейчас, и мы отменим рейс», – предложила мать-настоятельница. «О нет, ты не обязана. Бог призывает меня на эту миссию, и я иду. Ты знаешь, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз была в аэропорту», – ответила Патриция. Несмотря на то, что она была явно обеспокоена, женщина смирилась с тем, что это было нечто кратковременное, и проводила послушницу в зону регистрации. Патриция сдала свой чемодан и крепко обняла мать-настоятельницу, прежде чем отправиться в зону посадки. Присутствие монахини в аэропорту привлекало любопытные взгляды и осторожный шепот. Направляясь к выходу на посадку, Патриция чувствовала на себе взгляды людей. В этот момент в нее врезался маленький ребенок. Это была светловолосая девочка лет 6 с ангельской улыбкой на лице. Родители быстро подошли, оттащили девочку в сторону и извинились перед послушницей. Патриция, привыкшая к малышам благодаря своим занятиям в школе-интернате, взяла девочку на руки. «Иди сюда, любовь моя. Значит, тебе нравится бегать по аэропорту, не так ли?» Маленькая девочка рассмеялась, и Патриция улыбнулась в ответ. Однако в этот момент перед глазами у нее снова все поплыло. Она опустила девочку на землю, и тут перед ее мысленным взором снова возник образ самолета. Мужчины, люди кричали в отчаянии, когда предметы летели к земле из-за сильной турбулентности. Внезапно в поле ее зрения появилась маленькая девочка, которую она держала на руках, но ее прекрасная улыбка сменилась выражением паники. «Папочка, мамочка, я не хочу умирать. Ой, простите, я в порядке». «Это было просто головокружение», – сказала Патриция, не желая лишний раз раскрывать, что происходит на самом деле. «Что означают эти видения, Господи?» – в отчаянии подумала она. Патриция заставила себя скрыть охватившее ее напряжение. Она подошла вместе с парой и маленькой девочкой к выходу на посадку и, чтобы отвлечься от плохих мыслей, начала рассказывать о своей повседневной жизни. Она рассказала им, что привыкла к детям благодаря своим занятиям, и обнаружила, что по стечению обстоятельств мать маленькой девочки тоже была учительницей. Учительница танцев. «Мы едем в Лос-Анджелес на мое выступление», – сказала женщина. Разговор был прерван громкоговорителем аэропорта. Молодой человек объявил: «Вниманию пассажиров рейса DL-142-1 в Лос-Анджелес. Посадка на самолет начнется в ближайшее время у выхода 24. Пожалуйста, обратите внимание, что вместимость самолета максимальна, и мы просим вас бесплатно сдать ручную кладь во время посадки. Спасибо». «Это наш рейс, мамочка!» – взволнованно воскликнула маленькая девочка. Патриция молчала, пока стояла в очереди на посадку.
На мгновение она подумала, стоит ли мне на самом деле садиться в этот самолет? А, Господи, чего ты от меня хочешь? Послушница не могла забыть видения, которые мучили ее, но в то же время она не хотела разочаровывать монастырь или Бога, потому что чувствовала, что здесь у нее есть цель. Она снова посмотрела на маленькую девочку, стоявшую перед ней. Она видела счастье в ее глазах, но он также помнил отчаяние, которое она почувствовала в своем видении. «Все будет просто замечательно», – пробормотала она себе под нос. С документами и билетом в руках Патриция направилась на посадку в самолет. С каждым шагом ее сердце билось все быстрее. Когда она поднялась на борт, ее встретили пилот и стюардесса. На секунду она остановилась, так как эти лица показались ей знакомыми. Она видела их обоих в своих видениях. Это стало еще одной причиной, по которой будущая монахиня решила вернуться, но она была полна решимости достойно встретить полет, что бы ни случилось. Поприветствовав экипаж, она направилась к своему месту. Она села и, к своему удивлению, увидела, что пассажиры на соседних сиденьях были именно той семьей, с которой она столкнулась ранее. «Смотрите, мамочка, папочка, это монахиня. Она путешествует на нашей стороне», – маленькая девочка показала пальцем. Патриция нежно улыбнулась им в ответ. Самолет взлетел через несколько минут. Патриция достала четки и начала молиться. Около. Сначала полет казался спокойным, и на мгновение она поверила, что все, о чем она думала, было просто глупыми тревогами. Бог доставит меня и всех этих пассажиров в целости и сохранности в Лос-Анджелес. «У нас будет спокойный перелет», – сказала она себе, убирая четки и беря Библию. Внезапно весь свет в самолете погас, вызвав переполох среди пассажиров. Ко всеобщему облегчению ситуация быстро нормализовалась, и все успокоились, кроме монахини. Крепко сжимая Библию, она подумала: «Не знак ли это? Нет, нет, нет. Этого не может быть». Но, к сожалению, это происходило. Следующие несколько минут прошли без происшествий, но предупреждение пилота нарушило спокойствие пассажиров, особенно Патриции. «Внимание, дамы и господа! Через минуту мы будем проходить через зону турбулентности. Некоторым пассажирам свойственно испытывать беспокойство при прохождении через зону турбулентности. И этот раз не был исключением». Второй пилот, однако, привык к такой ситуации и решил встать, чтобы сходить в туалет. «Мне действительно нужно идти. Я сейчас вернусь», – сказал он, уверенный, что ничего, кроме легкого покачивания самолета, не произойдет. Однако никто не ожидал, что турбулентность будет более сильной, чем предполагалось. Самолет вошел в район, где скорость ветра резко изменилась, в результате чего самолет закачался сильнее, чем ожидалось. Пилот восстановил контроль над самолетом. Однако, как будто ситуация уже не могла стать хуже, как только второй пилот собрался сесть, самолет снова тряхнуло, в результате чего он потерял равновесие и упал на землю. От удара он ударился головой и сразу потерял сознание. Это повергло пилота в панику. Недолго думая, он быстро попытался проверить, все ли в порядке с его другом, и из-за резких движений самолета наткнулся рукой на рычаг на панели управления, который называется демпфером рыскания, который является важнейшей системой, предотвращающей чрезмерную раскачку самолета, сохраняя его стабильным во время полета. Когда эта система была отключена, самолет начал раскачивать из стороны в сторону. Турбулентность усилилась еще больше, и пилот, беспокоясь за своего коллегу и находясь в состоянии паники, не понял, что отключил регулятор рыскания. Поняв, что ему нужна помощь, пилот позвал одну из стюардесс. Женщина бросилась в кабину пилотов и стала свидетелем ужасной сцены. Пилот безуспешно пытался восстановить управление самолетом, в то время как второй пилот лежал на земле. «Карли, мне нужно, чтобы ты проверила, не пострадал ли он», – сказал пилот. Стюардесса проверила жизненные показатели второго пилота и поняла, что он жив, но не смогла его разбудить.
Приложив немало усилий из-за сильной раскачки самолета, она поместила мужчину в безопасное место, где он не пострадал бы, если бы самолет тряхнуло еще сильнее, а затем покинула кабину пилотов, чтобы обратиться за помощью. Однако, как только она оказалась в коридоре, турбулентность усилилась еще больше, в результате чего стюардесса потеряла равновесие. К счастью, она упала на свое место в передней части самолета, где быстро пристегнулась ремнем безопасности, так как не могла встать из-за серьезности ситуации. Затем кислородные маски обрушились водопадом. Пассажиры отчаянно пытались их надеть. Стюардессе удалось дозвониться до коммуникатора и предупредить всех. «Дамы и господа, пожалуйста, наденьте маски и оставайтесь на своих местах». К тому времени по всему самолету раздались отчаянные крики. Патриция тоже была расстроена, но надела кислородную маску. Посмотрев в сторону, она увидела сцену, которая воплотила в жизнь ее видение. Маленькая девочка, перед тем, как родители надели на нее маску, обняла их, плача, и сказала: «Папа, мама, я не хочу умирать». Тогда послушница подумала: «О нет, самолет сейчас разобьется. Боже мой, этого не может быть». С этого момента начался хаос. Некоторые люди кричали, другие плакали, а были и те, кто хранил молчание, хотя их сердца бешено колотились, молясь о божественном вмешательстве, чтобы спасти их. В кабине пилота нарастало отчаяние. Вспотевшими руками он крепко сжимал коммуникатор. «Мы теряем высоту. Приготовьтесь к столкновению». В этот момент у пассажиров и экипажа и без того оставалась слабая надежда. Худшее было неизбежно. Из глаз Патриции скатилась слеза, когда она крепко прижала Библию к подвеске с фотографией своего отца. «Папа, неужели меня постигнет та же участь, что и тебя?» Чего многие люди не знали, так это того, что до ухода в монастырь Патриция мечтала стать пилотом. Это желание возникло из опыта общения со своим отцом, который много лет был пилотом. Послушница путешествовала по миру со своим великим героем и многое узнала о воздухоплавании, поскольку ее интерес к самолетам был велик. В юном возрасте она уже могла описать всю систему самолета и точно знала, для чего предназначена каждая кнопка и рычажок на панели управления в кабине пилота. «Ты станешь великим пилотом, Петти. Я уверен в этом», – любил повторять ее отец. Однако Патриция похоронила эту мечту, когда ее отец трагически погиб в авиакатастрофе. У небольшого самолета, на котором он летел, возникла техническая проблема с противообледенительной системой, что привело к серьезной аварии, его трагической гибели и гибели еще 3 человек. С тех пор Патриция решила больше не летать. В то время ей еще не исполнилось 18 лет. И вместо того, чтобы стать пилотом, она решила посвятить себя религиозной жизни в надежде, что это облегчит боль ее утраты. В тот момент, когда самолет падал, Патриция снова посмотрела на этих отчаявшихся людей. Она крепко сжала свой маленький кулон и подумала: «Нет, я не могу этого допустить. Бог посадил меня на этот самолет спустя столько времени, и на это есть причина. Я должна что-то сделать». Но веря, что только божественное вмешательство может спасти их от надвигающейся трагедии, просто стояли рядом. И не только стюардесса верила в чудо. В тот момент, когда Патриция шла по коридору, крики превратились в молитвы. Все в один голос начали молиться, взывая к Богу и прося, чтобы монахиня каким-нибудь образом спасла их от трагедии. Самолет терял высоту все больше и больше, а послушница продолжала лететь, в то время как голоса повторяли имя Божье. Патриция наконец добралась до кабины пилотов. Она открыла дверь и, войдя, увидела второго пилота, лежащего на полу точно так же, как она его видела. Пилот со своей стороны был в полном отчаянии. Он уже был уверен, что не сможет спасти эти жизни, и даже предупредил диспетчерскую вышку о неминуемой трагедии. Послушница села в кресло второго пилота. «Что случилось, сэр?» – серьезно спросила она. Пилот сначала никак не отреагировал. Что монахиня делала в кресле второго пилота? Кем она была и чем могла помочь ему в тот момент? Но не имея возможности самостоятельно восстановить управление самолетом и ничего не теряя, он решил рискнуть.
Он быстро объяснил, что происходит, и Патриция начала возиться с панелью управления. Пилот уставился на него, не веря своим глазам, так как в этот самый момент понял, что монахиня прекрасно знает, что делает. Именно тогда Патриция заметила, что рычаг регулировки рыскания отключен. «Регулировка рыскания! Потяни за регулировку рыскания!» Она закричала. Только тогда пилот осознал свою ошибку, но у него еще было время исправить ее. Он резко потянул рычаг вверх, что почти мгновенно привело к потере устойчивости самолета. Патриция крепко ухватилась за ручку управления самолетом и вместе с пилотом восстановила управление. В самолете воцарилась тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием и смущенным голосом пилота, который, не веря своим ушам, поблагодарил монахиню. Слезы текли по лицу Патриции, когда она крепко держалась за ручку управления самолетом. Второй пилот, который был на земле, очнулся и встал в изумлении, увидев, что на его месте сидит монахиня. Но капитан вскоре объяснил ситуацию. Когда Патриция вернулась на свое место, пассажиры и команда встретили ее аплодисментами, объявил капитан. «Дамы и господа, Бог послал ангела, чтобы спасти нас. Сестра Патриция». Маленькая девочка выбежала из-за стола и обняла послушницу. «Спасибо вам, сестра. Спасибо». Она сказала это со слезами на глазах, но с ангельской улыбкой на лице. Когда самолет приземлился, местные власти и сотрудники авиакомпании встретили Патрицию бурными аплодисментами. История о Патриции, монахине, которая предотвратила крушение самолета, вскоре облетела всю страну. Вернувшись в монастырь, мать-настоятельница поняла, что эта поездка была Божьим призывом к послушнице следовать своему истинному призванию. После духовного уединения Патриция покинула монастырь и осуществила свою мечту стать пилотом. Но в каждом полете она всегда носила Бога в своем сердце, уверенная, что Он поможет ей преодолеть любые препятствия и что Он будет настоящим пилотом на многих будущих рейсах. И если вам понравилась эта история, я уверен, что следующее видео, которое появится на вашем экране, тоже вас растрогает. Не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одно из наших следующих видео. Увидимся в следующей трогательной истории.